Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить для вязания спицами вот такой красивый, стильный, модный джемпер, очень эффектный, совсем простым, легким узором. Нашла этот джемпер на просторах интернета в одном из модных европейских интернет-магазинов. Конечно, это машинная вязка, но ничто не мешает нам с вами связать этот красивый джемпер спицами. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. И как всегда в моем мастер-классе. Схема узора, выкройка, мои подробные объяснения, как вязать. Я составляю вам инструкцию по вязанию, которая будет опубликована в статье на канале моем Яндекс.Дзен. Для вашего удобства там будет все для того, чтобы вы смогли связать. Ну а мы в нашем мастер-классе свяжем сегодня узор и определим плотность вязания. Ну и, естественно, я расскажу, как расположить узоры на тот или иной размер. Итак, начинаем с выбора пряжи. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Пряжа, содержит в своем составе 26% шерсть, 26% хлопок и 48% акрила. Приятная очень пряжа, мягкая, совершенно не колется. Вот такой она имеет немножечко ребристый вид. И цвет у нее вот такой тоже приятно розовый, нежно-розовый. Узорчик у нас вот так выглядит. На ощупь очень приятная получается материал, абсолютно не колючий. Вот я его трогаю, да, такой средний он у нас толщины. Не толстый, не тонкий, то, что нужно, да. И у него половина состав натуральные компоненты, да. Это очень приятно будет дышать. Кофточка и красивый к тому же узор. В общем, практически идеал, да. Узор интересный, пряжа хорошего качества. В общем, вяжи, носи и радуйся. Ну, в общем-то, мои хорошие, давайте начнем со схемы. Посмотрим схему этого узора. Схема узора выглядит вот таким образом, мои хорошие. Я специально выделила раппорт узорчика. И у нас, значит, здесь в раппорте 16 петель ширина и 8 рядов в высоту составляет наш узор. Вот такой он простой, несмотря на такую кажущуюся сложность схемы. Поэтому вязать может, в принципе, мастерица, имеющая не очень большой опыт в вязании, потому что узор простой, как я уже повторяюсь, да? Так, про условное обозначение. Ну, пустая клеточка – это лицевая петля. Вот такой значок у нас. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ну и зеркально в симметрии. Вот этот значок 2 вместе лицевой с наклоном влево. В схеме у нас даны только лицевые ряды, изнаночные вяжем изнаночными петельками, в том числе и накиды. Так, что еще? Вот такой значок, это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Ну и кружочек, соответственно, накид, да? Больше ничего здесь нет сложного в этом, в принципе, узоре. По выкройке. Давайте я вам выкроечку. У меня их 2. Смотрите, мои хорошие, как вы уже увидели в обзорном начале, в обзоре нашего мастер-класса, вы видели, что вязать горловину можно V-образную или такую округлую, да, как обычная.
Поэтому в моем мастер-классе я предусмотрела оба варианта. Вот на выкройке это все показано, да, красным выделено V-образный вырез горловины. Так, что еще? Вот такая выкроечка, мои хорошие. Посмотрите, здесь два размерчика. У нас первый размерчик это 44-46, второй на 50 приблизительно размер. Обязательно корректируйте здесь в сторону увеличения или уменьшения размерчики. Высоту тоже отрегулируйте под себя, да, то есть как бы вот эта стандартная выкроечка, но все-таки она требует корректировки, все мы разные, рост у нас разный, да, и габариты разные. Учитывайте это обязательно при вязании. И, конечно же, описание. Вот такое мое описание. Про пряжу мы уже с вами поговорили. Расход приблизительно 400-500 грамм будет в зависимости от размера. Спицы я использовала для вязания 3,5 и для обвязки горловины спицы номер 3. В принципе, можно использовать спицы номер 3 для вязания резинки по низу, да, и по рукавам для планки. Но это все такие нюансы, в принципе, это вы уже под себя выбираете, как вы привыкли, как вам удобно. Резиночка, конечно, хотелось бы, чтобы была потуже, да. Так, и вот это описание, которое я вам зачитывать не стану, потому что нет смысла, все будет в моей статье, в моей инструкции опубликовано, поэтому вы там спокойно всем этим воспользуетесь. Вот я здесь подчеркиваю, да, что для V-образного выреза на высоте проймы рукава начать убавки, да, то есть, ну, естественно, будем убавлять с вами 18 петель справа, 18 петель слева, приблизительно там идет в каждом втором ряду. Почему приблизительно? Потому что не четко получилась вот эта циферка 2, да. Так, и рукавчики у нас. Рукавчики то же самое, все я здесь освещаю, про сборку пишу, да, и про то, как мы будем с вами по краю горловины набирать петельки для того, чтобы обвязать резиночкой, планку связать, да. Как я это делаю, у меня есть видео, в котором я поднимаю петельки для розового джемпера. Кому интересно, найдите на канале, недавно вышел у меня этот мастер-класс. Джемпер связан японским узором розового цвета. Возможно, я дам даже ссылочку под видео на то, как поднимать петельки. Но если кому это будет интересно. Так, ну и все. Собственно, давайте с вами приступим к вязанию образца. Итак, наша схема выглядит вот таким образом. И мы будем вязать сейчас с вами узор. Я уже связала вот, получается, 2 раппорта. И буду вам показывать, как связать вот этот вот узор. Обратите внимание, что у нас раппорт составляет не весь узор, да, а только вот то, что выделено красной областью. Набираем 33 петли и вяжем с вами. И у нас идут здесь, собственно, 2 раппорта, и часть раппорта делится пополам. В общем, часть идет половинка, скажем так, перед и после. Это связано с тем, что необходимо учитывать вот эти 2 вместе накид, чтобы не произошло уменьшение или увеличение числа петель. Вы набираете 33 петли, и мы вяжем с вами первый ряд. Итак, у нас с вами первая кромочная снимается, вяжется 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Это мы провязали петли перед раппортом. Вяжем целый раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому у меня вот так вывязывается 2 вместе. Дальше мы вяжем с вами 11 лицевых. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Провязали полный раппорт. И вяжем петли за раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная у нас вяжется изнаночной. Все изнаночные четные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Вяжем 3-й ряд. Значит, петли перед раппортом у нас идут 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая. Теперь идет раппорт. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая. Раппорт провязали, вяжем петли за раппортом. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 лицевые, кромочные, изнаночные. 4-й ряд вяжем изнаночными петельками. 5-й ряд вяжем петли перед раппортом. Начинаем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 лицевые. Все, здесь закончили, начали раппорт. 3 лицевые, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 2 лицевые. Провязали раппорт, вяжем петли за раппортом. 3 лицевые, накид, еще 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая и кромочная, изнаночная вяжется. 6-й ряд вяжем изнаночными. Давайте 7-й ряд вязать. Вяжем, кромочно сняли, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Петли провязали перед раппортом. Начинаем вязать раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я меняю петельки местами. Посмотрите, я меняю первую, вторую, так, чтобы у меня первая за работой оказалась, вторая поверх нее легла. Вот так. И провязываю 3 вместе лицевой. Вот видите, она по центру, вторая. Дальше 3 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Провязали с вами раппорт. Вяжем петли за раппортом. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые,
и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочный вяжем изнаночный. 8 ряд вяжем изнаночными петельками. И у нас это будет провязанный полностью раппорт. Повторяться будете, девочки, с первого ряда. Здесь я выделила специально. Можно, конечно, было вязать и отсюда, вот как тут идет нумерация, но один ряд у нас получался как вспомогательный. Так что, чтобы не путаться, он абсолютно не участвует в нашем раппорте. Поэтому не нужен он. Поэтому я сделала вот так, как сделала. Да, нарисовала раппорт по центру. И затем мы сделаем с вами влажную тепловую обработочку нашего узорчика и посчитаем его плотность. Так, делаем влажную тепловую обработочку паром. Я это делаю. У нас сейчас полотно стало таким мягким, влажным, очень податливым. Потянем его в разные стороны хорошенько. Так. Краешки тоже нам нужно отпарить. И этот краешек. Все отлично. Сейчас наш образец высохнет, и мы будем делать расчеты. Так, и теперь сейчас мы будем с вами замеряем ширину нашего образца. Итак, у меня вот 18,5 получается ширина. Так, и так, вот 18,5. И мы с вами набирали 33 петли, да? 33 поделить на 18,5, это будет 1,78. Ну, собственно говоря, 1,8 напишем. Значит, я пишу, что у нас с вами в 1 сантиметре 1,8 петель. Вот такой получается расклад. Теперь по вертикали. В моем образце конкретно связано 1, 2, 3, 4 раппорта по 8 рядов. 4 на 8, 32 ряда. И мы будем померяем сейчас длину нашего образца. Так, 15, значит, в самой широкой части и 14,5. Ну, будем считать, что 14,5, да? И 32 ряда поделить на 14,5 получим 2,2. Итак, получаем, записываем, что в 1 сантиметре по вертикали 2,2 ряда. Эти циферки мы сейчас будем использовать при составлении индивидуального описания. Так, сейчас наша задача с использованием выкройки и плотности составить описание на несколько размеров. Смотрите, мои хорошие. Значит, у меня первый размерчик, это будет ширина спинки 50 сантиметров, и это будет 44-46 размерчик. Второй 28 ширина спинки, то есть это 56 сантиметров, и это будет 50 приблизительно размерчик. Плюс свободное облегание, поэтому вот так, 56. Так, все, что буду я говорить касаемо построения для других размеров, оно все общее будет как бы для любого размера. Принцип. Смотрите, мои хорошие, прежде всего мы начинаем с того, что определяем, сколько петелек нам понадобится набрать на спинку и перед. У нас с вами 50 сантиметров на первый размер, и у нас есть с вами плотность 1,8. И мы умножаем с вами на 1,8.
50 сантиметров. Получаем 90 петель. Это пока такой предварительный, скажем так, расклад, да, 90 петель. Второй размер 56 сантиметров на 1,8. Это будет 100 петель. Тоже предварительные, 101 даже больше. На 101 похоже, согласитесь. Так, все, с этим мы определились. Следующее, что мы должны с вами сделать, это определить, сколько целых раппортов у нас умещается в этих петлях. У нас раппорт 16 петель составляет, поэтому 90 петель делим на 16. У меня получается целое число 5. 5 раппортов у нас целых умещается. Рисуем. Я всегда вот так схематично изображаю. Представьте, что это ваш наборный ряд. И вот у вас идут узоры. Как вы их будете располагать, да? Ну, во-первых, по схеме вы знаете, что 8 петелечек у нас идут. Мы с вами вязали образец. То есть у нас как бы здесь 2 раппорта, и один раппорт делится пополам. Значит, начинать мы будем всегда с этих 8 петелечек. 8 петелечек. Затем у нас будет идти с вами 4 раппорта по 16 петель. То есть с 4 полных раппорта. 1, 2, 3, 4 по 16 петель. И завершаться все это будет 9 петельками по схеме. Вот такой расклад, мои хорошие. Итого всего 5 полных раппортов. Но здесь получается 16 умножить. То есть у нас с вами должно быть количество петель кратно 16 плюс 1 для симметрии. Вот здесь, видите, не 8, а 9. Так, того требует наш узор. И всего у нас получается здесь участвует 5 умножить на 16. Это будет 80 плюс 1 для симметрии, 81 петля. Вот здесь у нас с вами сейчас, девочки, задействована 81 петля. А нам надо 90, да, 90. И что мы будем с вами делать? Предлагаю, значит, ну, еще кромочные плюс. 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. То есть полное число раппортов у нас не умещается. Но поскольку наш узор очень много содержит лицевой глади, да, предлагаю вам добавить справа и слева лицевые петельки. Как это сделать красиво и симметрично? У нас 81 и здесь 90. Ну, скажем так, давайте сделаем здесь либо 89, либо давайте 89. 1 петля ничего не решает, да? 89 петель. И теперь мы из 89 отнимаем 81 петлю, 81 петлю, и получается 8 петелек. Причем из них еще 2 петли вычитаем на кромочные, то есть из 8 отнять 2 кромочные, получаем 6 петель. И 6 делим пополам, получаем 3 лицевые справа, 3 лицевые слева. Это дополнительно. Вот такой получается у нас с вами расклад попетельный для нашего первого размера 44-46. Что касается второго размера, здесь у нас 100 петелек, 101 даже, да? Давайте поделим 101, поделим на 16. 6 полных раппортов. Рисуем также с вами. Значит, 6 полных раппортов. Это также у нас будет 8 петель по схеме перед раппортом. Затем 5 в середине раппортов. 1, 2, 3, 4, 5 по 16 петель. Да? И по схеме 9 петель за раппортом. Еще. Ну, то есть один раппорт поделили пополам, получилось справа и слева симметрично распределили петли плюс 1 для симметрии. Итого 6 раппортов у нас. 6 мы умножаем на 16. 96 и плюс 1 для симметрии 97. Плюс, девочки, 2 кромочные сразу 99 петель. Предлагаю оставить 99 петель. Хотите, если для вас принципиально 2 петли лишние, ставьте также 1 лицевая справа,
1 лицевая слева дополнительно, да. То есть вот такой расклад получится у нас с вами. Это если вы, то есть вот их я как бы, эти петли не включила сейчас. Вот 99 петель это то, что вы видите. Эти как бы по вашему желанию я пишу 101 будет, если вы их включите. Вот и все, мои хорошие. Вот такой расклад по узору. Теперь, что касается вертикальной плотности. Хотела бы на этом заострить внимание. Смотрите, у нас с вами 30,5 сантиметров от планки до проймы, да? Мы с вами должны знать, что при измерении нашего вязания, когда мы высоту измеряем, мы должны руководствоваться не сантиметрами, а рядами, мои хорошие. Понятие ряды вводятся. Это нужно для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось и не стало бесформленным, да? Поэтому вот смотрите, как это делается. 30,5 сантиметров умножаем на нашу плотность по вертикали 2,2. Получаем 67 рядов. То есть я пишу, что в 30,5 сантиметров это равно 67 рядов. И вот таким образом мы будем вязать. Вяжем планку, 67 рядов узором и начинаем с вами формировать пройму, закрывать петли проймы. Давайте решим, сколько на пройму у нас будет. У нас 5 сантиметров. Глубина проймы 5 умножить на 1,8 плотность по горизонтали. 9 петель на пройму уходит, мои хорошие. Также вы можете сделать расчет по горловине, петельки посчитать и по плечу. Ну, предположим, плечо 9, да? Вот мы с вами 9 умножаем на 1,8 плотность. Получаем, ну вот 16 петель. Это такой тоже черновой вариант. Не всегда бывает так, что прям вот четко все у нас. Здесь нужно тоже симметрию соблюдать и на узор обращать внимание. Горловина, предположим, 11. Это половинчатый размер, то есть 22 сантиметра. Умножим на плотность 1,8. Получим, ну, где-то 40 петель, да? 39-40 петель. Ну, давайте напишем 39 петель, да? И сделаем с вами, так сказать, контрольный расчет. 89 петель у нас с вами набирается. И сейчас методом исключения мы определим, правильно ли мы разложили петли. 89 петель отнять 39 петель горловины, отнять по плечам у нас 16 и 16, 32. 32 петли плеча и отнять, ну вот, 18 петель уже получилось. Помните, да, пройма осталась. У проймы 9 петель справа, 9 петель слева. Вот они, наши 18 петель. Я сделала абсолютно точный расклад по петельной сейчас на ваших глазах. Я вам рассказала, как применять вертикальную плотность. Также вы, мои хорошие, руководствуетесь вертикальной плотностью, рассчитывайте ряды. Когда будете горловину формировать, да, по спинке, по переду, на какой высоте в рядах вы меряете, сколько у вас будет в рядах по спинке, сколько по переду, да, по рукавчику то же самое. Смотрите, после планки общая высота рукава 49,5. Я вам показываю, да. Смотрите, 49,5 умножить на нашу плотность по вертикали 2,2, получаем, ну, получается 109 рядов. Вот такой расклад получается порядный. То есть на высоте 109 рядов мы с вами должны закрыть последние петли у оката рукавчика. Все. Конечно же, все эти мерки вы должны под себя откорректировать. У нас у всех разный рост, да, то есть это какая-то стандартная такая выкройка. Если вы высокого роста, вам нужно, наверное, циферки прибавить к этой выкройке. Если вы, наоборот, низкого роста, вы свой рост здесь установите, рукавчик прикиньте, как будет на вас с такой высотой сидеть, да. В общем, все это нужно, конечно, корректировать и делать по аналогии, как я.
Да, вот вам сейчас показала с применением выкройки и плотности вязания. Теперь, что касается скоса рукава, часто возникает проблема с его расчетом. Скос рукава, вот видите, здесь нужно определить, сколько петель у нас будет равномерно прибавляться. Как я это делаю? Смотрите, у нас по низу мы определяем после планки, сколько петель у нас будет участвовать в узоре. Это половинчатый размер, 12,5. Здесь будет 25 сантиметров. Также мы их умножаем с вами на нашу плотность. 25 сантиметров рукава по низу на 1,8 плотность. 45, получается, это тоже черновой пока вариант, 45 петель по низу. Да? И я вам показываю для примера. Потом, когда я распределю узоры, я более точно это все сделаю в описании и выложу под видео. Это описание, это инструкция по вязанию, она будет более точная. Так, 45 это так, пока приблизительные цифры. Я вам для примера, да, 17,5 половинчатый размер, то есть 35 сантиметров самой широкой часть у нас рукава идет. Также я 35 умножаю на 1,8, получаю 63 петли. То есть в самой широкой части 63 петли. Поняли, да, как я это сделала? Теперь я должна определить, сколько петель будем прибавлять. Из большой величины вычитаю меньшую величину. 63 отнять 45, получим 18 петель. Всего нам надо прибавить. Поскольку у нас будет прибавление идти справа и слева симметрично и равномерно, одновременно, я бы так сказала, то есть по 9 петель справа, по 9 петель слева прибавляем, да? Теперь нужно определить интервал, с которым мы будем с вами эти прибавки делать. Для этого опять нам понадобится вертикальная плотность. Я пишу 9 петель надо прибавить справа и слева. Вертикальная плотность. Смотрите, 39 у нас здесь сантиметров до формирования оката, от планки до оката, да, 39 умножу я на нашу вертикальную плотность 2,2, это будет 86 рядов. И эти 86 рядов я сейчас поделю на 9 петель, которые надо прибавить. Это получится вот такая величина, не совсем приятная. Ой. В этом случае я обычно, значит, предположим, 5 петель прибавку делаем в каждом 9, да, ряду. И оставшиеся 4 петли прибавляем в каждом 10 ряду. Как-то вот так. Вот таким образом, мои хорошие, распределяется обычно такая ситуация. Ну а так, в каждом, ну давайте напишем в каждом 9 ряду. Ну и все, собственно, вот все мои как бы краткие расчеты. Все это более подробно я распишу в инструкции по вязанию и выложу его под видео. Обычно я сейчас стала статьи формировать по описанию моделей в своем новом канале на Яндекс.Дзен. Также у меня канал называется «Рукоделие Светлана Лосева». Я желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось, мои хорошие. До новых встреч!